Всем привет! Давайте сегодня приготовим вместе с вами нежные пышные сырники во вкуснейшей сметанной заливке и, конечно же, с добавлением ягод, так как на улице лето. Сырники будут держать идеально форму, нежная творожная структура, без добавления манки и не забитые мукой. Идеально подойдет сухой творог 5-9%. Если у вас творог влажный, чтобы сырники держали форму и не расплылись при жарке, желательно отжать от лишней сыворотки через марлю. Если вы этого не сделаете, то вам придется добавить больше муки, и тогда они получатся забитые, не иметь ярко выраженного творожного вкуса и сухие. Если творог жесткий, тогда перетерите через сито, либо перебейте блендером. Сильно перебивать блендером не надо, так как будет выделяться влага. У меня творог мягкий, я люблю, когда в сырниках присутствует немного крупинки творога, поэтому я просто перемну вилкой. 2 желтка, белки я не добавляю, так как это лишняя жидкость и будет брать на себя еще количество дополнительной муки. Щепотка соли, 1,5 ложки сахара, ванильный сахар и мука примерно 50-70 грамм, не больше. Идеально подойдет рисовая мука, мы будем делать сегодня с пшеничной. Перемешиваем лопаткой либо ложкой. Сахар также добавляет лишнюю влажность. Лучше потом, когда будут сырники готовы, дополнить сладким сиропом, медом, сгущенкой, вареньем, либо залить сладким соусом или заливкой. Тесто собирается в комок, слегка липнет рукам, но не сильно. Перепыляем поверхность мукой, выкладываем творожное тесто, раскатываем вот такую колбаску. Будем делать сегодня с добавлением ягод внутрь. Выкладываем примерно так, чтобы ягода получилась в середине сырника. Закрываем колбаску. И разделяем на части. Я буду сегодня делать сырники крупными, поэтому разделяю на 5 частей. Вы можете сделать как на 5, так и на 10. Просто сырники получатся немного меньше. Формируем сырник с помощью ножа, рук, либо стакана. Разогреваем сковороду, немного наливаем маслом, выкладываем сырники, обжариваем до румяной корочки с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой, обжариваем при средней температуре. Лишнюю влагу с крышки вытираем салфеткой, чтобы она не капала на сырники. Доводим до готовности и подаем к столу, либо довести до полуготовности, заморозить
и при необходимости довести до готовности в духовке. Мы будем сегодня доводить до готовности в духовке, добавлять ягоды и заливать сметанной заливкой. Подготовим ягоды. У меня сегодня вишня, клубника и смородина. Для заливки нам понадобится сметана, сахар, 2 столовые ложки, так как сырники у нас не сладкие. Количество сахара можете регулировать. По желанию ванильный сахар, 1 яйцо и перемешиваем хорошо до однородности. Сырники выкладываем в форму, в которой будем запекать. Заливаем заливкой. Добавляем ягоды. Отправляем в заранее разогретую духовку на 200 градусов примерно на 10-15 минут. Заливка должна схватиться и держать форму. Когда она будет горячая, она немного будет казаться жидковатой и шевелиться, но при остывании она загустеет, станет плотней и будет держать форму. Подавайте как в холодном, так и горячем виде. Это очень-очень вкусно. Воздушные сырники в сочетании с нежной сметанной заливкой, с кислинкой ягод. Идеальное сочетание. Порадуйте свою семью вкусным завтраком. И если вам понравился мой рецепт, подпишитесь на канал и поставьте лайк для поддержки канала. И обязательно делитесь своими советами и добрыми комментариями.